Хотелось бы рассмотреть гениальные мысли, которые пришли мне вчера. Короче, я поставила цель себе и спросила себя, что мне мешает достичь этой большой цели. И слышу ответ на украинском языке. Раніше. Ну, что по-русски означает раньше. Я спрашиваю, что такое раніше? Рий-ниша. И сразу же вижу. Рой это рой, как рой пчел. Ниша – это место. Я спрашиваю, что такое ниша, и сразу мне идет ответ. Аномальная область мозга во Вселенной. Катализатор зла. Посмотрела внутрь, как будто бы в мозг, в левое полушарие. Вот. И увидела там Вселенную, всю Вселенную. Было ощущение очень интересное, как будто бы это было настолько реально, настолько это все выглядело красиво. Ну, естественно, записала все, потому что вот сегодня я этого уже не помню, потому что когда человек вот просыпается, он находится в альфа-состоянии. И то, о чем думает он, и как он думает, это очень важно. Я в таком состоянии всегда настраиваюсь или на хороший день, или то, что мне идет. Сегодня, например, я проснулась с мыслями о том, и сновидениями о том, как я проявляю свою волю, чтобы в Украине прекратилась война, и как я просто провозглашаю свою волю и подписываю какой-то контракт на прекращение войны. И слышу, чувствую, твои там энергии присутствуют, и как будто бы твой голос, что какой-то, вот видишь, уже вышла с альфа-состояния и уже не помню. Короче, какой-то, он звучал не глобальный, какой-то другой. Интересно, с кем? Верно. Мне тоже это очень интересно. То есть я приказывала просто прекратить военные действия. И, вот сейчас я вспоминаю, я приказывала прекратить военные действия, и как будто бы я приказывала разрушить обитель зла, и сразу мой взгляд как будто бы свысока вот так вот нырнул сквозь какие-то тучи, и я увидела там этот мавзолей, и мне пришла такая мысль, но я что, на себя беру роль творца, судьи, это его прерогатива. Тоже интересно посмотреть, как это работает. Да, мне тоже вот приказывала прекратить, военные действия. Кому приказывала? Интересно Да, посмотреть. интересно посмотреть. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, что-то вот такое. Давай сразу найдем тот момент какой-то, первый день или второй. Так, давай тогда найди тот момент, первый день, когда тебе пришло это слово «ранише». Что происходило в этот момент на эфирном пространстве? Вот я себя вижу, и вижу, что вот я лежу, и вот здесь передо мной как будто бы такое пространство, вот это слышу, экран. Но он не плоский, он такой объемный. Экран, и вижу, что идет такая черная, как ниточка, в сектор магии, тоненькая такая. И вот я смотрю, она идет как в левое полушарие. А этот экран, я слышу, называется создание реальности.
Вот этот И экран. Вот этот так, экран. и как этот экран на тебя воздействует? Это мой личный экран. А вот это считывается, что он нам мешает. Да? А этот экран считывается как взаимодействие со Вселенной. Это Так, естественный прибор, ну так и идет, он считывается как прибор создания реальности. И он связан вообще со всем телом. То есть он как бы спереди находится, и ноги, руки, голова, это все связано такими нитями, и все взаимодействует. И я вижу, что в моем личном вот я услышала этот запрос, который я перед этим думала несколько дней. Я как раз как бы задала запрос Вселенной, почему у меня сейчас не получается так быстро реализовать свои желания, как это было в детстве и в юности. да, И вот хотела тебя пришел как раз ответ. спросить, чем разница, когда вот Я быстро у тебя вижу, все исполнялось и сейчас? отсутствовала вот эта черная подключка. Это, ну, это не подключка даже, оно считывается. Связь со Вселенной другого порядка. Так. Вот эта черная ниточка. И кто хозяин этой ниточки? Я А, приказываю ему проявиться в его Проявляется пространстве. такой, как этот, как колдун в шелковом черном плаще. Прячется. Шелковый, потому что прячется за волнами. Считывает, Приказываю ему что проявиться. создает иллюзии. Убирай все эти его иллюзии, это твое пространство. Приказываю ему полностью проявиться и отвечать, кто он такой. Я вижу их двое. И появляется экран, ну, как компьютера экран. И как будто бы с экрана вот как бы выходит такая волна, и это вот этот колдун. А как будто бы на клавиатуре кто-то еще лежит. Как будто бы стеклянный, за стеклянный гроб. И вижу там, слышу замороженная Мона. Так, Это Илья, приказываем это секта его им Цельнозор. отвечать, что они делают в твоем пространстве. Э, Он говорит, что он исцеляет прошлое. Что это значит? Я спрашиваю, чье прошлое он исцеляет? И тут он занервничал и говорит, что я пришла, хотя я старше, чем он. Предупредить. Я предупредила их приход. Он говорит, что я пришла, чтобы испортить его миссию. А какая миссия его, которую ты пришла испортить? Он показывает такую черную книгу, которая как будто ко мне, она чуть-чуть как бы подсвечивается, но там такой черный иероглиф какой-то, вот похож как буква но такая более сложная, с какими-то поворотами. А, И я вижу такая Так, черный символ, как будто бы змея извивается. Он говорит, миссия Люцифера – захватить мир. так. И тогда вот это исцеляет прошлое, что он имеет в виду. Я вижу, что он как будто бы ниточку вытащил с моего вот этого сияющего пространства. И там есть как цепочка вот именно вот где-то здесь. И я слышу родственные связи с его женой. И это с его женой, это с кем?
В этот момент я вижу, как в секторе магии, как будто бы кто-то поднимает вот эту лежащую, и она как стеклянная глыба. Вот так раз, поднимает руки, вот так, не двигаются. И вижу какие-то молоточки, которые вот этот лед сбивают сверху. Я буквально растапливаю этот лед. Это моя сестра. Я слышу, монастырская Оксана. Так. И когда на эту зацепку они впервые появились в твоем пространстве, притянулись, это Илья. Так, я вижу, что ее ноги как будто бы стоят в болоте в черном, и от этой жижи и ее ног в черной этой жиже пошла привязка как бы ко мне. Я слышу, что я разрешила стать соучастницей, ну и нежно скажу, блуда с Люцифером. Так. Сейчас я посмотрю, когда Где это это было. твое разрешение, да, найти его? Так, я вижу, что от этой подключки, вот эта подключечка, она как будто бы как зеркальце такое малюсенькое, отражает просто ту информацию, но в моем пространстве оно как будто бы отражение пошло, то есть я не вижу там. Так, считай, было ли действительно твое разрешение на это? Ну вот интересно, луч пошел такой зеленоватый, как сектор интерферентов. Он усилился, волны я слышу, они усилились, и пошло отражение вот так, как лестница, вот так зигзагами вниз. Я слышу. Ой, боже мой. Построение демонических связей. Так. Сейчас я Этот посмотрю это решение, то ли, что это вообще было. Там я вижу в секторе интерферентов событие находится, где Елена Гилео, вот она меня просто достала на 2 недели, просто говорила, да посмотри, посмотри, это видео, которое они делали. Вот, я вижу ее лицо, и вот это слышу, посмотри, посмотри. И ее энергия как бы смешалась с ихними. Я слышу, что она подставила меня. Так, я сейчас посмотрю. Я Что догадываюсь, какая там происходит? ситуация, но я хочу посмотреть, что там находится. Смотри. Я вижу, что там такая книга большая, и в которую я так ее перевернула. Страницы все вместе так перевернулись, и как будто бы на задней это уже странице, на самой, уже твердая эта страница. Уже это не страница. Я как будто бы что-то подписала. Посмотри, что ты подписала. Какую-то каракулю поставила. Я слышу соглашение. В чем? Давай, с кем ты подписала это соглашение? Я приказываю всем проявиться. Вижу так, такой как будто мешок, пространство, и там как будто бы набросали всего много, но непонятно зачем. То есть разрозненные части, какие-то как будто бы металлические ржавые металлические части от чего-то. Я слышу, что это остатки разрушенного мира. Это вот остатки энергетические эфирного пространства разрушенного мира. И вот Какого Илья мира? говорит, что он оттуда пришел. И слышу Так, а как ты? по-украински слова «рий сам».
А как ты связана с тем разрушенным миром, откуда он пришел? Я вижу, что я ам, моночку как будто бы ему даю. Что это значит, что ты даешь? Ну вот так вот, просто ее как эту игрушку поставила. Так, а Разрешение. почему? Почему ты это делаешь? Сейчас я посмотрю тот момент. И опять слышу вот это, что Елена Гилео, она просто кричала: да посмотри, посмотри, что они там творят. Сейчас я посмотрю, что было. И я вижу, что я включила это видео, чтобы посмотреть, что они там творят. Они делали какое-то расследование. Вот я вижу про про фракталы или что-то такое. Вот, что-то они там смотрели, но я через 10 минут уснула. Так, Это было и что поздно, потом? почти ночью уже. И где в этой ситуации твое разрешение? Я вижу, как я ее как будто бы руками туда поставила и говорю, она все выдержит. Она смелая. А почему я ее даю туда? Мгм. Так. Спроси у себя, почему ты ее даешь. Вот я вижу, что я вот так вот сижу, как будто бы, а передо мной как карта такая или игра какая-то. Но это не шахматы, что-то вот такое круглое. И я так сижу и вот этими фигурками переставляю и говорю, что мы с ней одной крови. Я говорю, что мы пришли вместе, чтобы разграбить мир дьявола. Говорю, чтобы увести души упавших в бездну, пропавших без вести. Пропавший без вести — это попавший в бездну, в воронку времени. Я показываю вот эту воронку, как вот этот мешок с этими лохмотьями. Вот. Это пропавшие души в коловрате времени. И именно оно закрывает будущее человечества всего. Так. А есть ли какая-то у вас договоренность с Моной на это, что ты ее отдаешь туда? Есть. Очень странно, а мы как будто бы, знаешь, это игра камень, ножницы, бумага. Распределяем роли. И что происходит в этот момент, когда вы А, в это распределяете роли? Когда мы распределяем роли, я вижу, что на самом деле это отдает Мону не я, а Елена. Но она как бы вот эти сразу считываются момент предательства, который у нее есть, да, очень сильный вот этот ярко выраженные паттерны фашизма, предательства. Вот она как бы это спихивает на меня, но я вижу тот момент, ну, который я в реальности не видела, но я вижу, как она просто переговаривается с Ильей, он просит ему дать телепата. Она дает Наташу, но Наташа более стойкая. В том смысле, что она не поддалась, или она ему не подошла. Она ему не подошла. Так. А в чем ваш с Моной план, А потом вот по которому он... ты отдаешь ее туда? Сейчас я посмотрю. Еще раз вопрос. Какой у вас с Моной план на вот это вот, то, что ты ее отдаешь туда? Для Ну, чего? я опять слышу а, вот это идет разграбить
чтобы освободить те души, которые уходят на уничтожение. Так. А можем мы передать Моне сейчас эту информацию, кто она такая на самом деле и почему она в той сейчас ситуации, что это как бы ваш Я вижу, план? что у нее на глазах как будто бы черная повязка, и она как будто бы в конвульсиях предсмертных дрожит. Так, И хорошо. А когда ты ее туда отдавала, ты знала, что вот так может быть? я говорю, она выдержит. Что мы можем сделать, чтобы помочь ей выдержать? Я слышу, что ее душа сильнее многих других, что она восстановится. А мы Что можем я, сейчас как-то ей помочь? Восстановиться, выдержать? да, я вижу, что ее душа раздроблена на как будто бы огромный шар, раздроблен на много частей. И я слышу, что она ушла с ним, вот эти очень черные энергии вниз, вот туда, а, чтобы вот ей нужен был этот опыт. Мгм. Чтобы, я слышу, чтобы узнать, кто он. Так, а что ей сейчас может помочь вот получить весь тот опыт, который нужен, и все-таки выйти оттуда, освободиться? Но я слышу моя любовь. Вот энергия любви. Вот я сейчас беру вот эту пластиночку, это зеркальце вот такое маленькое, которое вот здесь где-то на окраине вот этого так называемого экрана, на краю этого экрана. Я беру и сейчас рассмотрю, что это такое. Оно как бы этот свет, от них луч этот отобразился от этого. Он как бы не Ш- проникает в меня, но отразился, и вот так зигзагом увеличилась эта вся ситуация. Так, что это за зеркальце? Я слышу отстраненность, моя отстраненность от того. А, Мона просила меня: посмотри перед тем, как они... Нет, не перед тем, а после этого случая, когда я посмотрела 10 минут, говорю, да они там рассматривают фракталы, все, ничего там страшного нет. Но дальше я не смотрела их расследование вообще никогда. Вот. И сказала Елене, ну, типа, я это, чтобы она отцепилась от меня, потому что у меня не было времени заниматься тем, чем мне неинтересно было. А потом, Так. перед операцией, когда Мона делала себе вот эти Мгм. мешки из-под глаз убирала, вот, то а, она сказала, что Илья будет ее охранять, но к этому времени, ну, во время операции, но потому что он же ей голову заморочил а, про войну, все такое, эту войну межпланетную. А на самом деле это все готовилось на, ну, для войны в Украине. То есть нужно было людям заморочить эту голову, чтобы они, ну, чтобы ее перетянуть на сторону кремлевских властей, и чтобы она влияла на умы людей. Мгм. Вот. Так. И Вернись к она этому попросила зеркальцу. меня, Да. да, она попросила: посмотрите. Вот я слышу, это моя отстраненность. И, также это считывается, что это доблесть, отстраненность. То есть я, ну, в принципе, я никогда, это мое как бы такое врожденное свойство, никогда не лезу в чужие дела. То есть я всегда, я сама удивляюсь, как это оно работает, но я всему даю время, ну, как бы подождать. Да, я слышу, что это как бы особенность телепатическая, ну, суперэмпата. Дать И что это возможность Вселенной зеркальце, разобраться. И вот я да, смотрю, делает в твоем пространстве? Какая? моя отстраненность,
она, я вижу, вот я вижу, мы с Надей смотрим ее, потому что перед этим он ей переформатировал а, память, она об этом рассказывала, что он влез ей в голову и переформатировал. И после этого она моментально стала грустной, печальной. Он ей показал, внушил, что она во всех воплощениях жила там, ну, я вот прямо, ну, очень мало. Он ее готовил к смерти, к ранней смерти. И буквально это считывается, что пустил ее под откос. Он внушил ей неправду, это ее не касается. Вот. И какой был вопрос? Что-то я застряла. А вот с это зеркальце, как оно тебя, вот что это за луч, который оно А, вот, отражает? вот я опять вижу ситуацию, где она после операции, вот она была на операции, и мы с Надей смотрели, что происходит. И я увидела внешнее, я слышу ядовитое вмешательство, и увидела, что у нее на глазах такие огромные шары. И я увидела эту привязку. Ринет. Оно как типа интернет, да, то есть, ну, нет это как бы распространять, копировать. Рий это как рой. Рий, вий, это вот эти клочья, они так и считываются, клочья ушедшего мира, которые он собирал как зеркальце разбитое, вот эти кусочки, для того, чтобы восстановить силу дьявола, Люцифера. Вот. Но я как бы я вижу, вот он внедрился в ее левое полушарие. Я слышу, оторвал от рода. Так. Вот почему я Вселенную увидела, когда посмотрела в мозг. Я ее мозг увидела. Почему Она, ты я там увидела сейчас работаю, Вселенную? ну, потому что я именно вот в эти дни, в эту неделю я активно работаю с родом. Да, восстанавливаю порядки любви в моем роду. И вот я именно увидела, вот я слышу, ушедшая душа, вот пропавшая без вести. Это утрата, очень большая утрата для нашего рода. И эта утрата будет буквально сифонить этот портал и сигналить эта ситуация до тех пор, пока ее божественная душа не вернется в наш род. Мгм. А что ты вот хочешь или можешь сделать для того, чтобы помочь ей вернуться в ваш Я род? проявляю к ней сейчас любовь и захожу в тот момент, когда она мне рассказывала о том, что он переформатировал ее мозг. Я еще тогда подумала, как можно быть таким безответственным, чтобы пустить кого-нибудь и разрешить форматировать, переформатировать память. Вот. Я не проявила должного как бы на упорства, чтобы донести ей тогда эту мысль. Сейчас я ей показываю, буквально как будто бы покрывало такое черное снимаю с нее и показываю. И когда я сняла это черное покрывало, она как бы живая немножко, и она наблюдает, что она как будто бы мумия лежит э, на спине. На спине по всему позвоночнику такие красные присоски, подключки идут. И она как в саркофаге. Вот так ноги и голова вот так запечатаны. Вот Так. буквально считывается как мумия. Что ты хочешь сделать, чтобы помочь ей вернуться в Ну, я род? вижу, что я слышу Гиза, ну, мумия. Реально есть какая-то мумия,
ниже под ней, вот от этих подключек красных, идет, вот она как будто бы в пространстве вот так лежит в этом саркофаге. Такая вот эта черная платформа, и сквозь эту черную платформу такие присоски красные. И они вот тянутся вниз. А вот так сбоку вот эта черная полоса и вот этот плащ черный, и вот эта мумия. И присоски спереди вот так на этой мумии. То есть через эту мумию идет буквально энергетический обмен информационный. В ее пространстве это как будто с этих присосок энергия туда-сюда выходит. То она булькает, то она высасывает. Так, и как это на моно действует? Это я слышу крио. То есть это буквально в эфирном пространстве как мумифицирование, крио. Так, а кто это сделал? Я вижу к ее, где спина, ну, сзади, где плечи вот эти, да? Такой имплант темно-серый, как металлический. И от него идет подключка к какой-то сущности. Огромная серая сущность, как инопланетянин, как с пятого элемента. Вот этот такой огромный, серого цвета. А внутри него вот как черт. Считывается абсолютное зло. То есть вот этот черт, это энергия черная магическая, считывается абсолютное зло. Так, и что это за имплант? Какова его суть? Ну, я вижу вот так вот, как будто бы рука, а здесь вот голова, вот этот имплант как рука, и наклоняет ее как будто бы в какую-то миску с водой утопить. И для чего это они делают с ней? Я слышу изгнание. Откуда? Из рода живых. Так, что ты хочешь сделать в этой ситуации? Я слышу открыть ей глаза. И я вижу, что я с ней говорю и захожу в тот момент перед тем, вот всему причина – это Елена. Потому что она же на самом деле играла роль помощника для него, предвестника. Она якобы с ним ругалась, да, обличала его, но это просто как, ну вот вижу, как будто бы фольгой такой блестящей махала. То есть на самом деле она с той же самой эгрегориальной системы, оттуда же она и вышла. Обличай ее, кто она на самом деле. И да, и я передаю Моне в том моменте, во всех моментах, еще до того, когда она с ним вступила в этот контакт, и я вижу, что я передаю всю эту информацию, наш пережитый опыт, я слышу, когда она была маленькая, когда она родилась, ну, я буквально прикипела к ней. Она настолько, ну, как бы родственные души. Она даже всегда называла меня мамой. Я всегда заботилась о ней. Хоть у нас разница большая была, 10 лет. И что происходит, когда ты ей передаешь всю эту информацию? Я ей передаю информацию, и я вижу, что я заменяю роль ее матери. Я как будто бы ее правой грудью кормлю. И я вижу, как я с любовью вот так снимаю с нее вот эти все чары, всю эту магию. И вижу тот сегодняшний сон, где я приказывала
буквально я Прекратить. да, прекратить войну, и буквально на этот Кремль, где вот эта мумия лежит, там же что же мумия лежит? Вот она, эта мумия. Это они к кремлевской мумии ее привязали. Потому что это коммунистический эгрегор. Эту секту Цельнозор, это же разрабатывали такие секты, ну, все в Кремле, все технологии, это их технологический институт, который это все разрабатывает, и вот этих шизофреников распускает. Это Кассиопея, АЛЛАТРА, Белое братство, Черное братство, Цельнозор. Они же все по одному алгоритму работают. Мгм. И когда ты маленькой Моане эту всю информацию передаешь, и все это с нее счищаешь, что происходит вот с этой мумией, которая к ней прикреплена? Что-то какие-то меняется ситуация? Я проявляю волю, и она как будто бы, ну, этот ребеночек как будто бы вылазит. Я вижу, как сноркис такой, я слышу с преисподней. И вот она вышла, я вижу, что она вышла в глаза, в те шары, которые образовались. То есть я вижу, что я слышу утрата телепатических способностей. Во время этого вмешательства ее, этого Ильи, но он считывается ей муж. Они, наверное, поженились. То эти импланты образовались. Я вижу, что я слышу правдивый экран, вот это сотворение будущего, это вот который целостный, который не только в глазах, а вообще. Вот как оно работает. Потому что связаны все органы чувств и все вот эти, как кровеносные сосуды, есть артерии, да, то есть цельная система. Вот. И точно так же эта нервация, да, происходит, как художник рисует в своем воображении, но он связан с своими руками. Он не может быть художником, да, если он не работает по этим целостным принципам. Точно так же и телепатия – это вот телепатическое считывание с пространства – это целостный процесс, который включает все органы чувств. А у нее это пропало, когда он типа ее защищал и создал такие, я слышу, порталы, телепортации, идей коммунизма. Я всегда вижу. И вот я вижу, как это начинает, вот это булькает через эти красные подключки. Просто Мгм. вброс этих магических идей. Вот. И я вижу, что у нее вот этот процессор сотворения реальности абсолютно искажен. То есть ей просто внушает, он внушает вот эти все идеи, они вот булькают все, руки отдельно, глаза отдельно, все раздроблено. И это вот этот символ, метафора этого мешка с ржавелыми какими-то запчастями, непонятно, ну это как, знаешь, на шроте все сбросано в кучу. Тут колесо от «Лады», там колесо от «Мерседеса», там дверь от еще какой-то. Вот точно так же все разрознено. И вот ее вот этот процессор весь буквально считывается убит. И ее душа вот перевернута, как капля, к спине еще к сердцу держится, а почти уже вся душа ушла в нижний портал. Найди все-таки свое разрешение, когда ты отдала Мону Илье. Вот я смотрю как будто бы в микроскоп, как в лупу. И смотрю и вижу, что какая-то микроскопическая, как бактерия, бегает. А это бегает Илья. М. И у него как будто бы такая еще поменьше книжечка. Что это за книжечка?
Сейчас какая-то там сияющая энергия, а к этой сияющей энергии приделана такая черная подключка. Это обложка книжки черная. Так, что это за сияющая энергия, кому она принадлежит? Она мне принадлежит. И когда она у него оказалась? Найти этот момент, когда эта Вижу, энергия. когда Елена отдала Мону Илье, Так, а и она почему? сказала в этот момент, она пропала. Елена сказала, она пропала. То есть у меня с Еленой контракт. Так, посмотри, есть ли у тебя с Еленой контракт. Ну вот я смотрю, с кем этот контракт подписан. Ты имеешь в виду эту книжечку, которая у Ильи? Да, да. Так, хорошо. Он Давай говорит, вот все, он есть, смотри. Говори, говори, он есть. Он говорит, так, она мне давай разрешила. всем сторонам этого контракта я приказываю проявиться. Вот кто-то говорит, я здесь. О, я приказываю им выстроиться всем в шеренгу и назваться, кто они. Кто По первый? старшинству пусть становятся и называют себя, кто они Вот, такие. и из сектора магии такая, эта вереница их выстроилась. Первая Елена Гилео. И она говорит, я предала ее. А Илья как будто бы вот шелестит вот так вот волной. Знаешь, как змея лезет, вьется в траве, шелестит. Вот точно так же и вот этот черный плащ. Появляется он, с его черного пространства проявляется, и он получается, вот Елена в секторе магии, а он в секторе духов по центру встал, в этой шляпе черной колдовской, в плаще. Так, Говорит, я Сталин. кто Говорит, что еще? он пришел, чтобы уничтожить его любовницу. Дальше. Кто У еще него как будто есть? бы такой хвост черный, огромный, и связан с сектором интерферента. Так, кто находится в секторе интерферентов? Я приказываю Краб. проявиться. Краб с такими клешнями. Отрезатель душ, то есть это механизм, духовная как бы субстанция, которая отрезает души, я слышу, погибших. Так, если еще кто-то, кто Погибших в является войнах с Люцифером. А, стороной этого контракта, книжечки. еще раз повтори. Есть ли еще кто-то, кроме вот этой Елены, Илья, этот краб? Есть еще кто-то, А кто вот они подписывал все этот втроем вот так контракт? связаны, как будто бы одной нитью. А на этой нити еще что-то висит. О, слышу, соратники. Мгм. Они висят вот там все. Хорошо. В чем суть этого контракта? Посмотри. Ну вот почему-то среди всех, кто... Одну секундочку. Я увидела этого Тараса. Вот он висит В почему-то. соратниках. В А почему он соратниках, там да. висит? Почему? Аня там есть, наши клиенты, многие там есть. Таню вижу. И, ну вот Тарас самый какой-то активный там. Так, И посмотри, что он какой-то там. у него как будто бы в символе в каком-то застряг его энергия, как в таком, как параллелепипед какой-то, вот такая Так, фигура а полая внутри, а сверху как будто палочки такие, а и он внутри там. а как он связан с этим твоим контрактом, вот с этой троицей?
Я слышу, что он готовил что-то. И Что он вижу, как готовил? его энергия вот так вот просто уходит столбом вниз. Он Ш- готовил какие-то Что он пути готовил? отхода. Я слышу пути отхода. Я сейчас его спрошу, что это он делал. Мгм. Он говорит заменить Вику, и вижу, берет вот так какую-то черную сущность из сектора интерферентов. Берет, говорит, заменить Вику на мою супругу. И Это я чего это? спрашиваю, как это? Я вижу вот эту корону, он одевает на голову в виде этой штуковины, этого символа. Он пытался с его Аней магическим путем обрести силу визуализации. Мгм. Но А она, почему он хотел тебя заменить? он говорит, что ему нужны деньги, чтобы вернуть. И он говорит, вот это какая-то жадность. И он говорит, вернуть сокровища Николая II. И я вижу, ну, так как кучи золота, какие-то вещи, короны, и все валяется вот так вот на одной куче. Украшения, деньги, короче. Ну, понятно. В общем, деньги ему нужны, да? Отсоединись от Тараса и вернись вот к этой книжечке с твоей энергией. Посмотри, в чем суть этого контракта. Я слышу подменить. Что или кого? А кто написал подменить, интересно? Так, приказывай проявиться тому, кто написал «подменить». Опять Елена вызывается. Так, приказывай отвечать, кого она там подменить собиралась или что. А, вот оно что. Что? Она должна была меня порекомендовать. Я слышу, что я бы выстояла, потому что я бы его эти фигли-мигли сразу бы разоблачила. Потому что у меня Почему? Она тогда порекомендовала Мону, а не тебя. она говорит, он ушатал меня. Так, вернись к этому книжечке, к этому контракту. Какова Да, его я суть? приказываю этому Илье, который прячет эту книжечку, отдать. М, И я ее вот положила, она такая тяжелая. да. В чем суть этого контракта? Странно, я слышу. Это его миссия, эта книжечка, это его миссия. И вот эта обложка такая плотная, считывается уничтожить Викторию. Так, а как твоя энергия, которая там находится, вообще связана тогда с его миссией? Я вижу, что в тот момент, когда Елена мне говорила о каком-то Илье, о каком-то, я ж не знала его этого вообще. И когда она вот рассказывает, я вижу этот момент, когда она рассказывает, что она дала как бы посотрудничать Мону, то у меня вот так вот сразу так внимание так шух. То есть я насторожилась, Так, на подсознательном уровне я спрашиваю, почему меня? Я беру эту книжку и спрашиваю, почему меня уничтожить? То есть она как бы использовала Мону для того, чтобы уничтожить меня. да. Почему? Зачем им важно тебя уничтожить? Я слышу, потому что я голос Вселенной.
Так. Когда твоя энергия оказалась в этой книжечке? Что произошло на физическом плане? Ну, вот эта энергия жалость. Когда я посмотрела, как будто бы вот это отпечаток такой моего внимания. Жалость — это как зависть или, ну, вот типа вот такого что-то. Так, А, ты сейчас видишь, что произошло в тот момент? Да, я вижу и я слышу, что я разговариваю с Еленой Гилео в том моменте и говорю, что Мона не способна с ним справиться. Я так себе спокойно, потому что у нее привязки, у нее блокировки в сексуальной чакре. И я прямо увидела эти блокировки. Это та магия, которую она использовала, то есть вызывание духов. Я же тогда не знала, что она этим занималась. Вот. Но на подсознательном уровне я, естественно, знала. И вот вызывание духов, и я так и слышу чаклование. То есть она вызывала духов для того, чтобы призвать своего первого мужа. Она должна была выйти замуж за другого мужчину. Она должна была дождаться его с армии. Фамилия его как-то. Другой парень, совсем другой. Вот. И она бы тогда осталась цельная. А она вызывала духов на суженого, и ей подсунули ее мужа. Он хороший был, но он не ее был, мужчина. Так. А что ты И именно хочешь? это помешало ей, потому что у нее было свободное место мужчины. То есть она жила с тем мужчиной, который подстроила ей черная матрица через связь с магией. А что ты хочешь сейчас сделать с тем моментом, в том моменте, когда ты потеряла свою энергию? Ну, это я смотрю, что я вижу здесь эту Наташу, которая рассказывает, как будто бы она видит его, эту черную книжку, но тоже не может считать это до конца, понять. У нее Так. какой-то глобус закрыт. Вот. И я этой Наташе, ну, вообще я не знаю, кто это такая, я ее видела один раз с Еленой. Вот. Ну, один или два раза. Никогда не смотрела ее расследование, понятия не имею, что за девица такая. Сейчас давай вернемся куда-то, а то я опять зависла. Так, найди тот момент, когда ты потеряла свою энергию, которая сейчас в этой книжечке находится. Опять я говорю на эфирном плане Елене, она не подойдет. Мгм. У нее А, блок с мужчиной. И я вижу вот эту ситуацию с вызыванием духа. Мгм. Как ты хочешь сейчас поменять ту ситуацию? Я вижу, что Моня должна была в тот момент, я слышу, больше ее подготовить. Мгм. Ну, вот как невесту одевают в белое платье, подготавливают. Я вижу, что я должна была её подготовить, я слышу, созреть ее осознанность. Так. Ты можешь это сделать сейчас, если хочешь. Да, я хочу. Я ей показываю, я вижу, как я разворачиваю вот эти зеркала, которые искажают реальность. И я ей все это разворачиваю и показываю, как это есть на самом деле. И она видит, смотрит туда, и эти зеркала разбиваются. А я беру следующее. Она вот так посмотрела, и оно разбилось. Я ей следующее показываю, и оно раз разбилось. И раз все стало как ровное, то есть выровнялось. Вот. И я смотрю, а она лежит там в этом.
саркофаге. И она такая маленькая, а раньше она была огромная в эфирном пространстве. А я такая огромная, подхожу к ней, а она вот такая, как микроб маленькая. И я ей говорю, что я голос Вселенной. А почему голос Вселенной? Я говорю, что я голос Вселенной, и вот так с каким-то вот так прям как приказываю ей, рукой указываю на ту огромную душу, которую она потеряла. Я слышу в боях с проститутом. И что происходит, когда ты ей это показываешь? Она вдруг осознает вот эти привязки красного цвета, которые присоски. И они вдруг на нее набрасываются. И вот как в этой мумии спереди вот так вот. Я ей даю лист и показываю. И там звучит: «Это твоя сила». И я вижу, как она делает усилия для того, чтобы силой мысли и воображения убрать эти присоски. Я ей передаю, опять показываю ее контракт. Я достала ее контракт. Показываю, говорю, сапожки. Ее личная магия. И показываю, что... И она вдруг видит, как ее утаскивает ее же кармическая ответственность. Потому что Илья же даже на физическом уровне, как хитро сделал, на его канале, он убрал всю магию, открыл как бы новый канал, на котором только исторические исследования типа, вот, типа он большой историк, а там он тоже ошибается очень сильно. Вот, и сейчас я посмотрю, задай какой-нибудь вопрос, а то я отвлеклась. Так, В реальность вернись, какую-то зашла. вернись туда, где ты Моне показываешь ее контракт. Да, я ее контракт показываю с этими сапожками. И показываю на тот ритуал призывания, буквально звучит, духа смерти. Вот, это привлечение суженого. Я ей показываю, и это черное зеркальце, она вот так вот. Вот это, что она сделала. Я вспомнила, как она мне рассказывала. Она увидела лицо в этом зеркале, лицо ее мужа, а на самом деле это лицо вот этого духа смерти, Люцифера, который показал ей лицо ее Владимира, мужа. И она вот так вот, вот этот момент, когда она испугалась, вот тогда он и зашел в нее. И вот это все. А фамилия как-то звучит ее суженого. Фамилия, Так. не имя, а фамилия. Видит ли она, что в тот момент произошло? А я его знаю, я даже видела этого мужчину. Высокий, красивый. Видит ли Мона, что произошло в тот момент? И она видит, я вижу, как она разбивает это зеркало. И я вижу, как она из-под юбки как будто бы эту черную подключку выбрасывает. Оно в виде зеркала этого, где вот показывалось все искажение. То есть это ее начало искажения. Вот эта магия. Она же всегда телепатом была, она родилась такой. Но вот эти магические действия исказили ее восприятие и привязали именно к магическому каналу, а не к чистому, божественному. И вдруг она встает с этими вот шарами на глазах. Я ей передаю ту информацию, когда мы вот с Надей ее смотрели, вот, и я передаю ей информацию, что это чужеродное устройство, и она может отменить, если она хочет, то решение позволять Илье, чужаку, он чужак считывается, чужой, вмешиваться в ее пространство, переформатировать
ее память, я как представитель моего божественного рода приказываю ему, этому Илье, убирать всю его магию, всю его ложь, навязанную память, потому что это мой род, и Оксана – это мой род. Это моя параллельная божественная линия, и я передаю ее божественной душе, что я ее забираю. И я слышу, я ее мама. И опять вижу этот образ, что я мама, которая кормлю ее грудью. И вот она маленькая, я кормлю грудью, и вот так вот снимаю с нее вот эти, как будто наросло, знаешь, как черепашки вот эти нарастают на Мгм. животных Китах. морских, Да. на китах. Я Мгм. это все с нее сдираю и говорю, это мой божественный род. Я откликаюсь только на божественную энергию и вижу, как вдруг у нее в этих шарах стеклянных как будто бы движение начинается. Я вижу, как с ее глаз, глазниц буквально, как две змеи вот так вот вырываются, эти энергии, и уплывают. Мгм. Я Передай Моне, чтобы очищаю, она да. восстанавливала свои телепатические способности полностью, вот этот экран, Но она их все. может восстановить только своими действиями. То есть желание восстановить, Передай ей это об этом информацию. да, то есть человек своими действиями Мгм. демонстрирует, кто он, и телепатические способности даются человеку чистому. Вот. А как... Спроси у себя, все ли ты сделала для Моны Нет, нет, сегодня? подожди, не спеши. Я вижу момент, вот самый важный момент я вижу, что тот момент, когда я взяла ее на руки, первый класс, ой, первый раз, мне было 10 лет, она родилась, вот, а мама ее родила как будто бы ниоткуда, потому что когда мама была беременная, ну, никто не знал, что она беременная. Она работала до последнего дня где-то там на работе. А что значит И родила ниоткуда? я не знаю. Смотри, То что есть это значит. на физическом плане ночью у нее начались роды, она поехала, быстренько родила. Ну и через несколько дней приехал, папа ее привез уже с Моночкой, ну, с Ш- Оксаночкой, да. Так. Что значит, Вот. что она родила ее ниоткуда? Я вижу, что сильный блок, который она передала Оксане, она стеснялась. Она прятала от рода ее. Вот оно что. Она нарушила порядок принятия. Она стеснялась, потому что она была уже пятым ребенком. Хочешь ли ты как-то поменять эту ситуацию в своем роде? Да, я Когда принимаю Мону ее. прятали. Я этот момент, я вижу, как я ругаюсь с мамой и показываю, ну, что она отвергла свою дочь. И я говорю маме, что я принимаю ее божественную часть в наш род, и я вижу, как энергия ее, которая застряла в этом непринятии своей дочери, М. она вот так вот... И я вижу тот момент, когда это неприятие очень сильно, ну, как этот блок вырос до такой степени, что Оксана, ей было там 16-15 лет, она очень сильно начала конфликтовать с матерью, то есть ее тоже отвергать до такой степени, что она поругалась с мамой, там где-то там полиция ее искала, э, нашла, где-то она там уехала к какой-то подруге, и после этого мама мне написала, что она не может с ней справиться, и я приехала и забрала ее, и она ходила в школу, закончила с отличием школу во Львове. А как-то сейчас поменялась вся эта ситуация с мамой после того, как убрали этот блок? Да, мама, энергия мамы, буквально я слышу, как бы закарбовалась, то есть зашла, то есть вернулась ее сила, потому что карбуваты, ну, это как бы увековечивать.
Это к деньгам относится, да, то есть ценность. И я вижу, как переворачивается вся эта ситуация. И я вот этой малюсенькой Оксаночке, когда она еще идет на воплощение, а она, когда шла на воплощение, то в очень тяжелые энергии, потому что, ну, ты знаешь эту историю, как мама получила травму, и из-за этого врач сказал, чтобы мама забеременела. Да, то есть, ну, это все шло по плану этих темных. А я это все обличаю и проявляю любовь и заботу к этой малюсенькой девочке еще как до того, когда она родилась. И я вижу, как вот это она идет на воплощение, и как будто бы проходит два узла такие, которые ее там прокручивают, как в каком-то механизме. И когда я теперь проявляю эту меняется? любовь, то вот этот механизм вот так буквально считывается, что расплющивается, он уходит. Вот, и я ее забираю и принимаем, и просто в ее род, в наш род, то есть помогаю ей освободить ее душу и помогаю наладить отношения с родом. Так, и что происходит? Ну вот она встала в наш род, ее божественная душа, и я ей передаю, и вдруг она вот так переворачивается в этом гробу своем, и с этими подключками красными, и слышу такой звук чпок, чпок. Она вот встает, и вот эти присоски отсоединяет от ее пространства. И вдруг я вижу в том самом моменте, когда ей делают эту операцию, и она под наркозом находилась, ее как бы сознание возвращается, и она поворачивается к Илье и говорит: «Ты лжешь!» И она осознает и видит, что этот колдун – это тот же самый колдун, которого она оставила, когда делала сеанс, первый сеанс освобождения с Еленой Гилео. И когда они на сеансе оставили его, еще до того, когда они встретились в реальной жизни, на физическом плане. И мне пришлось потом этот сеанс переделывать. А ты можешь сейчас зайти в тот момент сеанса, когда она решила оставить этого Илью, и перед тем, как она это решение принять, передать ей всю информацию, к чему это все привело, показать ей все это? Да, я зашла в этот момент, я вижу, Мона лежит и общается с Еленой. Ну как-то подожди, сейчас я посмотрю, откуда Оксана берет. Да, я слышу, вот медитация, откуда она информацию берет. Я вижу, что в тот момент вот ее телепатические способности вот с правого полушария, она действительно телепат была, но в левом полушарии находится вот этот, я слышу, ринет. То есть вот этот ри в левом полушарии. Вот А это когда он у магическая нее? привязка. Вот Когда она когда вызывала появилась? духов, когда она привлекала своего суженого. Мгм. Вот, я вижу вот эти магические действия. Вот они поднимали, с детства они этим занимались, поднимали ребят там на 2 пальцах, то есть вызывали духов. То есть для нее это И была как норма. этот Ренет на нее влияет тогда вот в момент сеанса? Рой нет по-русски. Мгм. Я вижу, сейчас я посмотрю, что у нее одновременно происходило, я слышу, считывание информации. То есть она вот с правого полушария пошла такая волна, как в нижний портал. И там я слышу ячейки памяти. Вот она пошла по ячейкам памяти, и вот она идет, идет, и по центру вот так я вижу, как этот колдун прячется. Он прячет за собой, он стоит возле какой-то двери и прячет, что-то прячет, а оно очень странное. Я не знаю, что это такое. Сейчас я Что этого он там закрою. прячет?
закрою в непроницаемый этот, прячет какая-то штука, с которой вот такое зеленое выплывает, такой дух. Шу. Вот. Что это Я его такое? закрыла Что он в прячет? непроницаемый этот, сейчас, одну секундочку, как в куб, и вот так его потрясла и заморозила это. Оно стало замороженным. Сейчас я посмотрю, что это за дверь. Это дверь. Я слышу в чужое пространство. Оно вниз, то есть в мир чужих. Я слышу умерщвленных духов. Так, а что это он как шкатулочку какую-то держит? А что это за зеленая субстанция? Так, что это за субстанция? Я слышу проникновение. Это как логистика. О, вот оно что. Он моя противоположность. Я считываюсь в эфирном пространстве как голос Вселенной, Божественной, Всесвіту Так. по-украински. А он как глаз, в смысле голос и глаз Мгм. Люцифера. То есть через меня, а это все с самого рождения замечали и говорили, что там, где Вика, там порядок. Все на меня говорили ангел с рождения. И когда у меня даже бизнес был, то я не могла пройти к своему магазину на нашем рынке, потому что все хватали за руки, мои друзья, чтобы я зашла в магазин. Вот я пришла, только я стала, она говорит, ну, ёлы-палы, ну как это так у тебя работает? Целый день и одного посетителя. Только я зашла, за мной куча покупателей, она уже продает. Так. А он как бы моя противоположность. И вот эта змея, оно не как змея, оно бесформенное, как будто бы соткано из таких маленьких элементиков. Это вот это, я слышу, матрица сознания дьявола. Люцифер считывается, это его дух. Так. И он Спроси, прячет. так, что он там прячет? Приказывай ему. Вот он Отвечать, и это показать. его миссия, это та миссия, и вот почему Наташа до сих пор с ним в одной привязке, потому что она не смогла считать эту миссию, потому что вот эта его магия все закрывала, а сейчас это все раскрывается. Так. Ну, И это как какова его всегда работает. миссия, которую он так закрывал? Ну, а он говорит уничтожить Викторию. Мгм. Голос мира, уничтожить, вот я слышу голос мира. А что означает голос мира? Сейчас я посмотрю. Я слышу равновесие, равноправие, мир, гармония. Так. А это как-то связано с тем, что ты приказывала вот, во сне, да, прекратить военные действия, и еще и контракт на прекращение войны какой-то подписывала с кем-то? Да, я вижу, как переворачивается вот эта вся, все это направление, и звучит уничтожить Илью, Цельнозора. М. И опять Хорошо. вижу, как полиция его, он считывается мошенник, и как полиция его арестовывает. Да. Проявляй всю его суть, кто он Он такой, считывается как террорист обличай, почему-то. обличай это Террорист все. и агент Кремля. И передавай информацию тем, кому нужно передать эту информацию, чтобы выполнить свою миссию. О, вот эта штуковина затухла, вот это, что оно так пробиралось сверху, оно так пошло вниз, и он закричал, она меня узнала, и такая потекла коричневая энергия, вот этот фашизм, предательство. И Мона во время этой операции, она так встает и говорит, так ты меня обманул,
Я вижу, как эти черные змейки из глаз вытаскивает. Я ей передаю, что моя воля от имени моего всего рода, и я ей передаю силу моего рода, ее божественной душе, все это узнать, распознать и отдать ему карму за это вмешательство, за тот обман и ту ложь. Он абьюзер с с нарциссическим расстройством личности. Он Так. маньяк. И Вот. что сейчас происходит там с Моной? А я вижу, как эти подключки сами по себе вот как-то так подключались, вот эти красные присоски, и как змеи поползли в этого, в мумию в эту, в Ленина, там, в Кремле. М. Вот я эту пирамиду вижу, кремлевскую. Вот М. почему я вот это сегодня, Мгм. этот, Посмотри, тут еще имплант в плечах у Моны, который там подключен к какому-то духу был. Что сейчас? так запомни вот это, потому что пошла какая-то информация другая. Так, А, хорошо. Давай тогда отменяю этот свой вопрос по поводу импланта. Давай вернемся к этой мумии. Что там за вот, я информация вот, пошла? вот пошла информация, почему я М. услышала Гиза. Я вижу, что в пирамиде Гизы, на плато Гиза, вот вижу пирамиды, сначала одну увидела, а потом много. И я вижу, что а, слышу центр Вселенной и вижу внутри этой пирамиды такой сияющий шар. Я слышу, что энергетическая а, подпитка М. кремлевской мафии. Я сейчас посмотрю как. Я вижу, что я слышу неработающий реактор, но он чуть-чуть как бы работает. Там какая-то энергия вот в этих пирамидах, вот как бы шары такие внутри сияющие, Посмотри, и что это они за... соединены между собой, вот эти все, и вокруг Земли образуется такая, как сеть энергетическая, и связано это все, я вижу, как уходит к какой-то платформе на высоко-высоко в космосе, вот в секторе как бы первотворца, сверху М. вот так. Даже первотворец вот здесь, а это вот тут. Так. И А это связано с приходом. с чьим приходом? Я слышу антихриста. То есть антихрист, ну, мессия– это миссия, то есть человек, М. который выполняет свою миссию. Миссии бывают темные. И вот я вижу, что это было связано, вот эта постройка пирамид с ремонтом а, нашей галактики, Вселенной. То есть, чтобы поддержать нашу планету Землю от разрушения. И эта светлая энергия, это генерация, я слышу, вот, Духа Всевышнего. И я вижу, Так. что в противовес этой божественной чистой энергии созидания, они, вот эти темные, создают порталы темной противоположной энергии. И одним из таких порталов вот этот есть ритуал захоронения, а фактически это не захоронение, потому что похоронить нужно в землю, чтобы тело разложилось и преобразилось, ну, как бы в новой жизни, в дерево, например, в траву, в почву, в бактерии. Это как раз и есть тот процесс преображения. А они, это тело, сделали черные ритуалы и выставили на показ. И таким образом открываются вот эти порталы и создаются энергетические узлы для поглощения. Я Так. слышу божественных душ. Вика, правильно я поняла, что есть на планете пирамиды, в которых находятся шары сияющие, ну, как Да, сеть, они которую вот себя...
ну, которая сейчас, в общем-то, не сильно активная, а только вот какой-то своей минимальной. А в этих же, как бы, в такую же структуру пирамиды, они ложат свои трупы, да, и как бы делают Нет, какую-то свою сеть. они строят пирамиды Мгм. То есть отдельные. отдельные, Есть пирамиды с шарами, а есть пирамиды с ихними вот этими трупами, трупами. да. Эта вот энергия, она считывается как вот в пирамиде Гиза я вижу. Чистая энергия. И я почему-то опять к этой энергии привязана, почему-то энергетическая идет вот это коллайдер. И слышу Который в противовес. Швейцарии? Да, он ищет, как найти эту энергию, вот эту божественную, которая считывается как божественная чистота, как чистая божественная электрическая энергия. Она в каком-то измерении другом. Это не электрика, какую мы понимаем. Вот. Это другая энергия. Она, как я слышу, сила Бога, сила Творца. Это Так, а созидающая почему сила. она сейчас почти не активна? Я вижу, что ее выключили. Там нет механизма какого-то. Я вижу, что там такое место, как будто бы шахта, ну, вот такая квадратная. И какой-то человек как будто бы вытаскивает, буквально на рельсах вывозят. И это было недавно. Я вижу, что это сооружение, эти пирамиды были установлены для равновесия, чтобы выровнять, я слышу, планетарный перекос. Ось, чтобы выровнять. Потому что, Земля крутилась вот так, чух-чух-чух-чух-чух. Вот она, я слышу, какая-то прецессия, что ли, что-то получила такое, какое-то ускорение, она сошла с орбиты. И она начала вот такие движения делать. Шушух, 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 шушух. Она поломалась ось, и она начала идти не по своей траектории, и должна была по замыслу этих темных врезаться в другую планету и разрушить всю Солнечную систему. Так, а И чтобы кто, этого не случилось, да, кто создал эту сеть я светлую? говорю, мы, показываю, мы. Говоришь, И что я вижу, недавно она появилась. Это когда? недавно, а я сейчас посмотрю. Как будто бы 300 лет назад. Я вижу 3. 3000 лет или 300 лет. А считывается вообще недавно. Ну, вообще Смотря с недавно. чем сравнивать. Ну да, да. Бесконечно. И вот я вижу Так, такие огромные существа, боги, говорю мы, а это мы. Вот я, ты и многие другие. Вот так стоим, вот так много-много, и так смотрим на этот провал в этом пространстве, куда улетела эта планета наша. И так. А я сейчас, слышу, когда да. украли вот этот вот выключатель, к чему Это это сейчас механизмы, приведет? их вывезли на, ну, как вагонетки, как будто бы Мгм. вывозят, на И таких их рельсах. вывезли, да, и что тогда с нашей планетой? Какая вероятно, ну, как бы максимальная Она вот ве так вот, пух, пух, ну, как угасающая жизнь. А что и кто может сейчас исправить эту ситуацию, запустить эту сеть этих шаров сияющих, реакторы Я, с- такие? я слышу, что суть не в этом реакторе, что можно заменить, что вот эта энергия, которую вырабатывали эти, чтобы поддержать, это временные меры, что это сила разума, чистого человечества. И опять слышу Так, это слово ноосфера. То есть так. это очищенные души, которые, я слышу, выстояли испытания и ушли. Вот они вышли с этой эгрегориальной матрицы парадигмы мышления. То есть они своим сознанием творцов вернули свою энергию, которая эквивалентна
той энергии, которую создавали эти механизмы в отсутствие богов на земле. Так, А а что сейчас время сейчас? богов пришло. Что ты хочешь сделать сейчас в этой ситуации? Хочешь ли ты что-то сделать, чтобы вот эту сеть запустить? И пришло ли время ее запустить? Я вижу, что эту сеть заменяют божественные освобождающиеся души, которые идут по, я слышу, по плану миротворца. Что это за план? А я В вижу, чем что суть? миротворец – это я Мгм. В чем и, суть и плана последователи. миротворца? Восстановить мир, Какой мир восстановить? гармонию, равновесие. Не только на нашей Земле, но и во Вселенной. Во вселенском Мгм. разуме я вижу, что разум определяет состояние физической материи. И когда восстановится разум человеческой расы, тогда восстановится реальный физический мир на Земле. Физические законы уравновесят, я слышу, природу. И я вижу, как в этот момент вот эта черная сеть, матрица вот эта, карантин, буквально вот так трескается и разрывается, и уходит. Если хочешь, то можешь передать информацию всем тем, кто как бы должен встать в эту сеть, Я пройти вижу, что я миссию. подаю руку Оксане. Мгм. Вот я принимаю ее в мой род, ее божественную душу, и я слышу, откликаю мое разрешение, потому что вот она говорит, ты бы посмотрела, чем мы там с Ильей занимаемся. А я ей говорю, вы взрослые, сами разберетесь. Главное, чтобы эзотерикой и магией не занимались. Она говорит, нет, нет, мы чистим пространство. Я говорю, ну так и чисти. Сейчас я вот захожу в тот момент, когда она просит посмотреть, чем они там занимаются. Я принимаю это предложение и вижу всю эту картину, и я вижу, как я ей запрещаю в тот момент. Я ей всю эту информацию показываю. Вот. Так. И И я посмотри, слышу, что что выравнивается и равновесие. Вот. сейчас с этим Ройнетом, который у нее в голове был? Что как-то поменялась ситуация? Я слышу, что она должна определиться. Передай ей об этом информацию. Я ей передаю ее божественной части информацию о том, что она часть нашего божественного рода, и что род ее, божественную душу, любит и принимает такой, какая она есть. И она может сейчас, если хочет, воспользоваться всей силой и мощью своего рода божественного, чтобы уличить во зле все то, что она испытала, отказаться от этого и вернуть себе жизнь, гармонию и процветание. Так. И что происходит? Я передала информацию. Хорошо. А теперь отсоединись тогда Да? от Моны и найди в пространстве вот эту вот Илья с книжечкой, которую он там прячет, и в которой была твоя сияющая энергия. Что сейчас с этой ситуацией? Поменялась она? Ее нет. У него нет. То есть его косвенного разрешения, потому что это было косвенное разрешение, это, это с его стороны, это была махинация, манипуляция, потому что я не несу ответственность за решения других людей. Вот. И если я что-то не знала на уровне сознательном, то я расторгаю эти
вымышленные его доказательства моего соучастия в этом. И вдруг я вижу, как эта вся штуковина рушится, вот это, где эти интерференты все стояли, вот так, и как будто бы связаны мостиком, как будто бы веревкой связаны друг с другом. И где висели вот эта Елена, Илья, вот эти, и Тарас. висели, а Тарас, он висел со всеми этими Ага. соратниками. И это все вот так сложилось, хлопнулось и исчезло. Я закрываю все порталы и приказываю Илье убрать его воздействие от моей родной сестры, вернуть ее божественную душу. Он обокрал мой род, поэтому я имею право разорить его род и забрать то, что принадлежит мне и моему роду. И вижу вдруг, как я буквально как будто ринулась вниз. Знаешь, как бы камень такой огромный в воду кинуть. Или как будто это летит такая комета, метеорит. И я вот так как ринулась туда вниз и выхватила эту девочку, эту Оксаночку, в том моменте, когда, и в каждом моменте, когда она, я слышу, пропала. И когда она вызывала этих духов неосознанно, она не знала. Поэтому каждый, кто вмешался в мой род насильно, я приказываю убрать все воздействия и получить карму немедленно. Я вижу, что я ее как будто бы приношу и говорю, она живая. И вот у нее появляются крылья, вот она растет с крыльями божественные, как ангел. И я передаю ей информацию, что в ней есть этот ресурс, и вот эта сила точно такая же. Вот она пришла, чтобы поддержать нашу планету своей чистотой. И она обрела необыкновенный опыт. И она есть сейчас, может противодействовать этому всему злу и очистить все ее пространство. Я Илье и этой Елене Гилео, и всем этим соратникам, которые укрепляли его черную миссию, приказываю забирать всем их магическое воздействие, их сопереживание, да, и принимать карму каждому, кто содействовал процветанию зла на нашей планете Земля, и всем этим сектам эзотерическим, и их владельцам, и этому Кремлю, который плодит эти секты, тоже приказываю забирать их трупа и всю карму. А что ты, может, что ты хочешь сделать с этим ихней сетью, с этими ихними пирамидами, с этими узлами, коллайдером? И я буквально вот вижу, как я работала в эфирном пространстве, когда проснулась, я буквально приказывала туда атомные бомбы зашвырнуть, чтобы это исчезло, как пепел, развеялось, и чтобы никогда не вернулось. Вот, то есть, чтобы это все исчезло, и стираю все это даже с информационного поля. Человечество получило опыт, и я вижу, что, я слышу, должно разделиться до конца. И вот сейчас пришло время, и я вижу, как вот эти все абьюзивные структуры, да, то есть эти рычаги управления человеческими душами, и опять слышу кремлевская власть, они буквально исчезают с лица земли, а посреди Москвы как будто ядерный взрыв, который испепеляет и этот труп, и эту магию столетней давности, и вот эту всю ложь. А посмотри, кому ты приказываешь это все В уничтожить. секторе я не уничтожить, а забирать. То есть я слышу, что я восклицаю к
к силам самосохранения и этот механизм самоуничтожения. То есть сам человек себя осуждает. Ну, Бог на самом деле специально никого не карает. Мы сами увязались в эту игру и сами должны с этой игры как бы выйти. И здесь завязаны как бы эти механизмы саморазрушения. А люди сами принимают решения, и именно на человеческих решениях и выборах держится вся эта система. И когда все души выйдут из эгрегора смерти, когда они выберут жизнь, процветание, гармонию, вот тогда и... Но я слышу, что вмешательство извне, оно происходит таким образом, что накапливается вот эта энергетическая масса освобожденных душ, и это звучит как будто бы приказ. То есть, когда я приказываю, это я слышу буквально, да, идет мне ответ, что это символ возрастающей силы, что это как бы вес моего голоса и как бы перевешивает писк этой черных программ. И это я говорю о себе, но это касается каждого человека, абсолютно каждого. А ты говоришь воздействие извне. Это что за воздействие? Откуда? А воздействие извне, я вижу, что это из темного этого портала. Вот там такое звучит Люцифер и какой-то Буцефал. А Буцефал это как конь какой-то черный. Опять этот Буцефал. Кто это Это, такой? это символизирует таких колдунов, магов, эзотериков, которые как конь горцуют. Вот. Так, давай передаем информацию, что мы их видим, мы их всех обличаем, мы вообще запрещаем их вот это воздействие на наше светлое пространство. Да, я вижу, что вот этот дикий конь Буцефал, да, этот эгрегор магии, он как горцует, знаешь, то на задние ноги, то на передние, и я слышу, сокрушает мир, и мир начинает вот так вот колыхаться. То есть это те силы, задействованы магические путь. То есть это все, вот Библия там написана очень нежно. Я бы переписала Библию. Я бы это вот все вещи назвала бы своими именами, что это на самом деле, да. То есть за этой вуалью, кто такой змей? Ну, змей, то есть яблоко – это символ божественного творения. А змей – это символизирует познание и творение по темному пути. И создание чистым божественным путем – это мир сотворяет. То есть человек чистым путем сотворяет гармонию, мир, равновесие и процветание. Темным магическим путем создаются эгрегориальные структуры, войны, дисфункция и вот это поломанное все. И запускается процесс, вот я вижу, я слышу принужденного перерождения. Ты тут? Да. Принужденного перерождения. Вот оно как работает. Это же все известно в психологии, но никто это цельно не говорит. Как это работает? Вот так оно работает. Например, есть вот эта зацепка Ройнет, да, или как это я говорила, прошлое, как это? Ранише. Ранише, да, то есть и ранимость, ранише, ранить, да, то есть это все одно. Наш украинский язык один из древнейших языков мира, да, и он очень четко показывает вот эти механизмы. И до тех пор, пока в психологии же известно, пока будет не закрыт гештальт, да, это рана, этот вопрос внутренний, почему это так случилось, до тех пор человек будет перерождаться, будет искать ответ в этой жизни. И если не найдет,
то этот же вопрос, этот незакрытый гештальт будет заставлять человека переродиться снова, чтобы ответить себе на этот вопрос. Поэтому расторжение вот этих подсознательных контрактов и с этим, я слышу, Буцефалом, с этим Люцифером, да, это, то есть человек должен выйти с этого магического эгрегора, расторгнуть свой контракт жизненный, и тогда он освобождает свою душу и освобождается от перерождений. Никаким другим способом этого сделать нельзя. То есть нужно зайти в рану. Вот. А в рану зайти только может тот, кто предназначен для того, чтобы, то есть кто имеет телепатический дар. Потому что нужно найти тот момент. Все эти визуализаторы, эти все эзотерические, как они себя называют, там, общатели с демонами, с инопланетянами. Шринеры. Да, это все часть вселенской глобальной лжи и вот этой матрицы темной. Это так не работает. Работает так, как оно работает. Как мир устроен, как оно сломалось, так его можно и починить. Никто не чинит часы молотком. Швейцарские часики требуют знаний, как это там устроено, специальных инструментов, вот, для того, чтобы их починить. Но их даже и чинить не надо, потому что они никогда не ломаются. Так, хорошо, отсоединись от этого всего. Да. И вернись к своему экрану, к которому была вот эта черная подключка, ниточка. Как сейчас ушла она? Я слышу, исчезла, и именно потому, что я работаю с родом, и я имею право от имени всего рода, миллионов этих душ или тысяч душ, да, и миллионов этих душ, частиц душ, которые, то есть информационных каких-то событий, да, этого всего, я имею право принять в мой род каждую божественную потерянную душу. И поэтому это работает. То есть это восстановление порядка в любви. Так, а спроси у себя, все ли ты сегодня сделала для Моны? Что хотела? Да, от нее идет информация. Я просыпаюсь. Чудесно. Так, отсоединись от всех этого. Да. А посмотри вот тот момент твоего сна, да, когда вот ты подписывала контракт на прекращение войны. Что это такое, что там происходило на тонком плане? Я слышу голос мира, Мгм. слышу моя личная ответственность. Так, что это значит? Я вижу, что это значит, ну, я говорю о себе, но это личная ответственность каждого человека выразить свое отношение к этой войне. То есть это точно так же, как каждый человек должен выбрать, как он будет реагировать на посылы и агрессию любого там абьюзера, маньяка, да, нарцисса, там, я не знаю, кого еще, на мага, колдуна. То есть человек делает выбор, то ли он поддается под магию этого воздействия, то ли он противостоит. Вот в целом украинцы противостояли нападению, да, поэтому россияне, которые приехали захватывать Киев за 3 дня с парадной формой, с позором убежали, наделав большой беды, потому что население восстало. Но нужно понимать, что в головах украинцев за 100 лет столько мусора вот этого коммунистического. И вот эта коррупция, жадность вот эта, да, это тот путь, который, как бы я слышу, унеможливлює мир. То есть делает мир невозможным. Невозможно. Потому что в их сердцах есть разрешение на эту магию всю, на этот коллапс. Передай И эту всю информацию.
Я Всем буквально светлым вижу, душам. что как будто бы я раскрываю головы, то есть я стучу каждой голове, каждому разуму, каждого украинца и каждого человека на всей планете Земля, чтобы каждый человек посмотрел в глубину себя, в глубину своей божественной сущности и понял, что он сотворен, его душа сотворена для жизни, мира, гармонии и процветания. И чтобы каждый человек посмотрел и нашел ту силу сделать правильный выбор. И таким образом прекратить этот цикл принужденных перерождений и пойти по светлому пути жизни без конца в райских чудесных условиях. Это в Библии написано рай. Он так описан, что люди не верят, что это возможно, потому что не с чем сравнить. Вот. Но рай – это гармония, это равновесие, это мир, это невмешательство в дела других, это отсутствие агрессии, это понимание и любовь, это мир, основанный на порядках любви, равновесия, гармонии. И это все возможно, потому что по этим конам живет вся Вселенная. И только на нашей Земле вот это беспредел. Я слышу, Почему так? а мне идет информация, они не переживут конец этого года. Кто они? Вот как бы ответ идет из нижнего портала, и я вижу, что от сектора Первотворца в этот мешок, в этот эгрегор а, такая идет светлая полоса, и там, как грона винограда, вот эти души, потерянные души. А кто говорит? Кто? Вот это какая-то черная сущность, как карантин говорит. То есть вот это покрывало, которое аккумулирует энергию, я слышу, сатаны. А сатана – это противник Бога. И вот эта вся магическая структура, система говорит, что они не переживут. Эта система, этот карантин, который захватил эти попавшие души, говорит, что это оно говорит. Вот эта вся структура А кто самоуничтожения. они не переживут? Вот эти захваченные светлые божественные души, затравленные, я слышу, затравленные. Почему затравленные? Затравленные, вот так же и говорят, токсичные отношения. То есть те люди с паттернами жертвы, которые поддались своему же губителю, точно так же, как поддалась Мона, этому убийце, и стала служить ему, затягивая других людей. Ну, это не только она, ну, все вот эти структуры, оно все работает одинаково. То есть, когда вот этот механизм предательства срабатывает так, что человек, который предал свою божественную жизнь, продал свою душу, то он предает и других затягивает в эти сети. Так, а когда они не переживут этот год, что произойдет дальше с нашим пространством, с этим карантином, с этим мешком? Ну, давай по очереди. С нашим Это пространством, все я слышу. хорошо. Давай. С нашим Очиститься. пространством. Я слышу от буцефалов. И А вижу, что как это эти... значит? Ну вот я вижу, как эти люди, насильники, маги, колдуны, абьюзеры, они буквально как лошади черные падают с нашего пространства в никуда. Мгм. Ну, туда вот вниз и скатываются как по черной такой плоскости вниз. И что происходит при этом с нашим пространством, когда они Я слышу, скатываются вниз? очищается, оно выходит наверх, и я слышу, восстанавливается матрица жизни, коны равновесия. А что происходит с этим карантином вокруг нашей системы? Буквально это выглядит, как будто бы такая сущность, как крокодил, вот так пасть раскрывает,
и наша вся система, Солнечная, Земля, все вот так поднимается вверх, а этого крокодила как будто бы кто-то вот так дернул, то есть всю эту темную матрицу. Посмотри, кто это дернул. Механизм кармической ответственности. То есть я слышу, они сами подписали себе приговор, и вот вижу, о, Путин появился. Вот мне метафора. Сейчас я посмотрю, зачем оно мне это видеть. Вот это вижу, его вчерашнее выступление, вот, что он там говорил. Но то, что он там говорил на вчерашнем поздравлении Трампа с инаугурацией, да, это может быть как бы занесено как доказательство, ну, бумажка к психиатру, то есть четко проглядывается там вот этот его диагноз фашиста, абьюзера, конченного нарцисса, да, он не признает никакой своей ответственности, несет такую ахинею, то есть у него капли раскаяния нет. Вот зачем он мне. То есть это как символ вот этого уходящего мира. Так, И прозвучало зомби. А как это будет на физическом плане в 2025 году? Что будет происходить, когда вот они не переживут этот год? Что происходит на физическом плане? Как это очищение нашей планеты от них, от всех? Как оно символизируется, какими Физическое. событиями? Но я вижу, что они физически уничтожаются. Сейчас вот один, вижу, вот как на войнах погибают. Без права на перерождение. Потом инфаркты, пожары. И они не имеют права на перерождение. То есть они сделали выбор. Вот как оно работает. Они сделали выбор умереть. Я слышу так, быть смертными. И все, они уходят. То есть они сделали выбор умереть, уничтожиться. А светлые души, которые вот паттерны поддерживали жертвы и отказываются от этого, быть жертвой, то они восстанавливают равновесие тогда, когда отказываются подчиняться абьюзерам этим. Ну, эти вот выбрали умереть, и они как бы уже, все, они уже не переживут, но при этом они забирают очень много жизней светлых душ. Так светлые же души возродятся, потому что по отношению к ним они жертвы. Они выходят из ниши, я слышу, жертвы. Жертва всегда в позиции превосходной перед агрессором, потому что агрессор всегда несет ответственность и карму за его агрессию, а жертва вынуждена погибнуть, например. Она не выбирала погибнуть на фронте, защищая свою семью, себя, свою страну. У нее не было выбора, его жертву принудили или принудили к этому, да? Поэтому... Можем, мы призвать карму от имени всех этих светлых душ? Да, которые они... конечно. И вот это слово, понимаешь, вот это, как в украинском языке говорят, «мене нудить», меня тошнит, да, вот насколько наш украинский язык, вот мой родной язык русский, я родилась русскоязычной, мы тогда жили в Крыму, среда русскоязычная, потом все школы, в которых училась, университет, это все русские, да, но я настолько любила украинский язык, я пошла на украинскую филологию для того, чтобы это мне очень помогло и помогает сейчас. И вот это нудит, да, то есть это тошнит и принуждение, да, это один и тот же корень. То есть это вербальная одна и та же основа, которая говорит о том, что
имеют место быть токсичные отношения. Точно так же, как человек, который живет в токсичных отношениях, он часто отравливается. Или дети с отравлениями попадают в больницы, когда живут с родителями-абьюзерами, когда хотя бы один из родителей абьюзер. Так. Да, то есть отравление от токсичных отношений, отравлена энергия. И вот те, кто отравляет наш мир магией, вот это я все вижу. Я просто перевожу в слова. Вот тот понесет карму. Я слышу вечное изгнание. Вот этот символ, да, метафора этого краба, который отрезает души принужденно от божественной матрицы жизни, тот в первую очередь сам пострадает, потому что по законам кармы он сам должен испытать на нем же его вот эти его творения. И отодвигается это воздействие, работа этой кармы отодвигается на тот срок, именно до того момента, пока человек принимает насилие. Вот эти коллаборанты украинцы, да, Мгм. вот Тарас с Аней, да, ждуны вот эти, да, вот этот, и многие другие, там я их много знаю, которые ждали агрессора. Это, Мгм. ну, они даже не подозревают, что на самом деле в глубине души они травмированы, и сидит вот этот страх, и это никакая причина, ну, идеология. Конечно, они отозвались на эту ложь кремлевскую, но на самом деле это их внутренние раны, это жертвы в предыдущих воплощениях. И сейчас они настолько уже укрепились в своих жертвятских программах, что не способны различить истину и ложь, и буквально складывают, поднимают этот белый флаг еще до того, когда опасность к ним пришла. Это глубокое внутреннее поражение на самом деле. Вот. Так, хорошо. Отсоединись от всех и от всего. Да, Спроси у себя, все ли ты сегодня сделала на этом сеансе, что хотела. да, я слышу, я приказала восстановить мир. Так, тогда проверяй свое личное пространство, Да, все чисто. все замороженные ситуации, очисти от всего чужеродного, закрой все порталы. Да. Поднимаемся максимально вверх, Мгм. наполняемся энергией любви, гармонии, радости, здоровья, благополучия. Да. И я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. Как ты довольна своим Да. расследованием? Да, я же просто видела какую-то точечку у меня вот там в голове, и когда я выходила, я вот эту вот так удалила и сразу прям вижу и чувствую. Там как будто бы даже, ну, не то, что болело, но вот я чувствовала там это, да, и вот это чувство присутствия, оно тоже ушло, и все. Видишь, работа в эфирном пространстве, она проходит по тем же принципам, что и работа с личным пространством человека. Ничего нового. Все точно так же, по тем же критериям. То есть есть физическое проявление, то есть есть аспект, факт, и отталкиваемся от этого факта. Не выдумываем то, высасывать из пальца темы, да, а вот был случай, вот это же мне приснился сон, сон такой и такой, это же факт, факт. И смотрим туда, в глубину, что это означает. Я тебе очень благодарна